Ваш кофе, сэр. Что, коровье молоко? Ну, типа коровье. Кокосовое, Нет, соевое, нет. миндальное, Тоже нет. кукурузное. Нет. В этом заведении, парень, только натуральные продукты. Ну вот если бы у вас оно было, для вашего вот этого старомодного заведения это был бы настоящий прорыв. Знаешь, сынок, в наше время прорыв это был танк. Да, как сейчас помню. Тогда опасно было собираться на полигонах, но снять легендарный танк мы все-таки должны были. Тем более я о нем так мечтал. Ты знаешь, что Т-90М это не то же самое, что Т-90. Говорят, это лучший танк в мире. Да, слова это не мои, спорить с ними не собираюсь, ведь у меня сегодня танк Т-90М «Прорыв». Самый современный танк Российской Федерации. Однако в этом видео вы не увидите бесконечное расхваливание, ведь для этого у нас есть куча других специально обученных людей. Я же действительно хочу понять, насколько хорош этот танк. Как видим, он совсем не похож на тот же Т-72Б или Т-72Б3М, который мы показывали. Честно говоря, обычный Т-90 со знаменитыми глазами я не наблюдал в этих краях. Т-90 стал действительно прорывом по сравнению с Владимиром. Владимир так называют Т-90. База у нас все та же, однако дьявол, как говорится, в деталях. Кто-то задаст из вас закономерный вопрос, что это за тряпки такие, которые здесь повсеместно висят, типа вот это, но на самом деле это система защиты накидка. Это комплект для скрытия и защиты бронетехники от вражеской разведки, инфракрасных прицелов и радиолокационного обнаружения. Она включает в себя специальный материал, который не только обладает теплоизоляционными свойствами, но и поглощает радиосигналы. Этот материал обеспечивает синхронизацию температуры с окружающей средой. Набор накидка состоит из нескольких частей, которые предназначены для покрытия основных элементов танка, такие как башня, передний бронелист, верх кабины, ну и другие части разные. Производитель утверждает, что использование накидки существенно уменьшает шансы обнаружения танка инфракрасными датчиками и радиолокационными системами. Благодаря этой технологии боевая машина становится гораздо менее заметной для вражеских средств наблюдения и обнаружения. Танк, покрытый накидкой, почти полностью сливается с окружающим фоном, и на экранах радаров и инфракрасных прицелах, его не видно. Также накидка может снизить дальность действия некоторых противотанковых ракет с радиолокационным и тепловым наведением. Друзья, все уже слышали вы, наверное, что с 1 апреля грядет подорожание на иномарки. Так что, если у вас есть в планах покупка автомобиля, то лучше сделать это прямо сейчас. И да, если вы зайдете на автоспот.ру, то вы еще и сэкономите кучу времени на поиске нужной машины, поскольку тут все предложения от официальных дилеров. Выбираем нужный нам автомобиль и нажимаем на кнопку «Сниженная цена» и видим, из чего состоит скидка. Это или трейд-ин, или кредит, или наличные. Да, вы не ослышались, за покупку наличкой есть еще скидки. Ну и чтобы о ней узнать, достаточно зайти на Автоспот. Ну а чтобы зафиксировать скидку, оставляем заявку и все. Вот так вот все просто. Плюс еще для клиентов Автоспот часто действуют скидки и акции в виде каска или доп. Оборудования в подарок. Согласитесь, это неплохо. И если нет скидок в вашем городе, то гляньте соседние. Например, в Питере сейчас вообще встречаются скидки до 300 тысяч рублей. В общем, автоспот.ру, заходите и покупайте машины выгодно. Ты знаешь, что там, кстати, насчет брони было? Разнесенная комбинированная броня. Слыхал такое дерьмо? Нет. Да я тебе расскажу. Лобовая часть и некоторые другие поверхности оснащаются современной динамической защитой с названием «Реликт», которая в несколько раз эффективнее контакта. Остальные части танка покрываются экранами.
По известным данным, динамическая защита Реликт значительно превосходит по эффективности использующуюся ранее на Т-90 систему Контакт-5. Вместе с динамической защитой лоб башни оценивается в 1000 мм от кумулятивных средств, 950 от БОПС, бронебойно оперенные подкалиберные снаряды, а лоб корпуса 800 и 750 соответственно. На Меркаве израильском тоже стоят вот такие вот шарики, которые дополнительную защиту дают. Броня здесь разнесенная динамическая. Реликт находится в таких мешках. Дальше идет прослойка воздуха, и дальше уже идет непосредственно сам борт танка. Борта, благодаря наличию разнесенной брони, должны держать 400 мм КС. Внутренний объем танка был пересмотрен и усовершенствован с целью снижения рисков при поражении. Введены новые экраны подбоя, предназначенные для задержания осколков и защиты экипажа и основных систем. Часть опасных элементов была удалена из внутренних отсеков. Маска орудия здесь дополнительно бронирована и сверху, и по бокам. То есть такого в танке Т-72Б точно не было. Горизонтальный конвейер автомата заряжания остался в корпусе, в то время как другие устройства были перемещены в кормовую часть башни. Бак-стеллаж был удален из передней части корпуса, что снизило риск возгорания. Башня танка Т-90М была глубоко модернизирована и имеет несколько новых особенностей. Еще к повышению выживаемости стоит записать классический барабанный автомат заряжания, который находится теперь ниже. Новый автомат заряжания представляет собой горизонтальный конвейер и обладает лучшим локальным бронированием. Боекомплект разделен на две группы. Укладки, одна внутри танка, другая снаружи. В автомате заряжания, расположенном в нижней части корпуса, находится 22 выстрела. Еще 8 размещены в неавтоматизированной укладке и перегородке моторно-трансмиссионного отделения. Остальные боеприпасы и заряды к ним хранятся в бронированном коробе на корме башни. Вот эта вот задняя часть, дополнительно кормовая, в ней находятся кормовые вот эти вот вышибные заряды, как у Абрамса, как у других современных танков. Таким образом, взрыв при детонации БК или еще чего-то направляется взад, а не внутрь самого танка, что, наверное, позволит ему не оторвать башню или еще что-то. Теперь топливо. Здесь 3 емкости, все из которых расположены снаружи. 2 бака на кормовой части корпуса и еще один на левой надгусеничной полке. Системы защиты Арена. В сети интернет много всяких разглагольствований по поводу того, что сейчас Арену на эти танки не ставят. Но я вас спешу разуверить, на этом танке Арена есть. И давайте об этом поговорим. Система защиты Арена состоит из многофункциональной радиолокационной станции с широким обзором пространства и высокой помехозащищенностью бортового вычислителя, пульта управления, 2 блоков преобразования, распределительной коробки, комплекса кабелей и защитных боеприпасов, установленных в специальных отсеках. Для поражения ракет и гранат противника используются защитные боеприпасы узконаправленного действия, размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах. Как вы поняли, система Арена — это такое ПВО танка, которое, если в него летят ракеты, любые ракеты, реактивные там и так далее, он их пытается поразить, то есть он их поражает, в общем. Но проблема в том, что против дронов эта система не работает. Система Арена работает в автоматическом режиме. РЛС находит цели, передает данные на компьютер, который выбирает боеприпас и время его срабатывания. Защитные боеприпасы поражают цель на подлете к танку, обеспечивая защиту за несколько миллисекунд. После выстрела система готова к поражению следующей цели через несколько сотен миллисекунд. Сектора действия боеприпасов перекрываются, обеспечивая перехват нескольких целей. Система Арена работает в любых погодных условиях и при движении танка обеспечивая электромагнитную совместимость нескольких танков, действующих вместе. Она не реагирует на малоразмерные цели, удаляющиеся от танка, или не представляющие угрозы, что обеспечивает безопасность для сопровождения техники пехоты. Так. Все меры защиты мы предусмотрели, но один из главных факторов выживаемости танка в том числе является подвижность. В Т-90М прорыв применяется дизельный двигатель В-92С2F мощностью 1130 лошадиных сил. Вместе с трансмиссионными агрегаторами он объединен в единый моноблок, что значительно облегчает обслуживание и ремонт. Боевая масса танка не превышает 50 тонн, благодаря чему у двигателя В-92С2F достигается удельная мощность не менее 22,5 лошадиных сил на тонну. Это обеспечивает оптимальное сочетание мощности и экономии топлива. Согласно предварительным официальным данным, максимальная скорость Т-90М на шоссе составляет 60 км в час, а запас хода 550 км. Танк Т-90М «Прорыв» стреляет птурами «Инвар» на 5 км из ствола танка. Мало того, здесь находится штатный пулемет, который называется «Корт», который стреляет 12,7 на 108. И я забираюсь на эту херовину и начинаю понужать почем зря.
В наше время манекены были с сиськами, знаешь? Сиськи, слышал такое? Женские. Ну, типа, грудь, холмы. Это уже не актуально. Ты-то пол еще не поменял, парень? Сейчас мы поработаем из корда по вот этим двум манекенам, которые мы поставили на удаление где-то около 100 метров. На один из манекенов мы одели бронежилет Монолит. Ну и посмотрим, как он защитит. Понятно, дело, что не защитит, но это будет эпично. Мы дадим ему шанс. Так, тут все достаточно просто. Я измеряю расстояние 110 метров и работаю. Работаю по второму манекену. Смотрите, что, как я надрал задницу этому манекену, просто выдирает все в клочья. В общем-то, конечно, другого зрелища я и не ожидал. Смотри, какие дыры. Я потом добивал уже его лежачего, хотя лежачих, говорят, не бьют, но тем не менее. Смотрите, пластина тут керамическая. Давайте глянем, что случилось. Модуль Монолит, на мой взгляд, самый беспонтовый броник, который можно себе только представить, потому что у него нет подушки вот этой вот, видите? Сразу же разрывается все в клочья. Вот куча осколков, куча керамики, все летит. Но смотрите, раз, два попадания мощных, и все, добрый вечер. Кто-то скажет, ты спохабил вот для ролика. Ну да, тут ничего не осталось. Одну пластину вообще унесло хрен знает куда. А, вон она. Смотрите, страйкфейс-то. Можете себе представить? Одна пластина страйкфейс удержала пулю 12,7. Прикинь, она заходит сюда и выходит через верх. То есть тут было бы все переломано, но человек бы остался жив. Но он бы, правда, был в шоке немножко. Да, смотри, вот гарантированное пробитие есть одно в нижней части, а страйкфейс выдержал, верхняя часть выдержал попадание 12,7. Я в шоке. Принцип работы системы Калина основан на взаимодействии различных компонентов. Это и прицельное оборудование, система управления оружием и стабилизаторы наведения, которые обмениваются информацией через специальный канал связи. Основные элементы системы Калина включают комбинированный прицел наводчика, обычно сосна, у нас сегодня здесь ПМНТ, панорамный прицел командира танка ПК. Управление происходит здесь также при помощи чебурашки. В целом, учитывая тот факт, что это сделано на базе Т-72, место здесь примерно так же. Ну и, в принципе, вы знаете, что танкисты, они, в общем-то, люди невысокого роста для того, чтобы уютно себя чувствовать. Как вы поняли, я чувствую себя здесь уютно. Панцирь-калинный глаз – это автомат сопровождения цели, блок боевой информационно-управляющей системы тактического звена, программно-технический комплекс тактического взаимодействия танкового мотострелкового батальона, стабилизатора 2Э58 и другие.
Основные особенности ПНМТ включают в себя оптический канал для дневного наблюдения, тепловизионный канал с использованием камеры второго поколения 8-12 микрометров, лазерный дальномер, канал управления ракетами «Инвар», дальность обнаружения объектов класса танк до 5 километров, независимая стабилизация обзора по двум осям. Пушка здесь в целом классическая, 125 мм, 2,46 М. Что из интересного? Новый дистанционно управляемый пулемет. Наконец-то. И спарринг с пушкой ПКТ. Т-90М это лучший в мире танк. Я не могу с конкурентами, пока не имел счастья сравнить. А так это точно лучший танк, с которым я имел дело. И я думаю, что наши танкостроители вытянули все, что можно из платформы Т-72. Танк получился довольно дешевым по сравнению с аналогами. 4,5 миллиона, и в этом его основная фишка. Ведь по боевой ценности он явно не уступает М1 или Леопарду 2. Вечный спор, какие танки круче, мы тут раздавать не будем. А поэтому пишите в комментариях свое мнение. Мне нравится тот факт, что все больше вижу Т-90М на полях сражения, как и на тралах, потому что это действительно годный танк. Видеосмотровое устройство командира, вот эта штука называется. Это панель многофункциональная называется. Призма кругового обзора или триплекса можно было бы их назвать. Аппаратура внутренней связи коммуникации. Пульт управления прицелом командира. Пульт управления прицелом дублера. Пульт управления командира. Вот так это называется штуковина. Короче, это блок охлаждения кондиционера. Это, собственно, самый и есть кондиционер. Пульт загрузки автомата заряжания для пушки. Пулемет Калашникова танковый здесь находится. Также здесь есть еще корд, который стоит сверху. Ну и, собственно, карусель, в которой мы можем покружиться. Здесь находятся боеприпасы. Здесь материалы сделаны таким образом, что они не воспламеняются. И карусель, которая находится внутри, это главная мишень всех поражающих комплексов. Собственно, сюда ты уже прилетал. Видите, здесь есть уже дырочка. Но, как видите, и пушка уцелела, и автомат заряжания, и карусель. Все полностью уцелело. Это говорит о том, что Т-90 очень живучий танк. Т-90М. Потому что Т-90М фактически это принципиально новый танк, это не Т-90. Сейчас мы работаем ломом, это бронебойно-оперенный подкалиберный снаряд. Он прошьет кабину, и мы даем, так сказать, старт. Это делать будут профессионалы, времени не очень много, поэтому погнали. Я видел на пульте, что крыша как стояла, так и стоит. Ее пробило просто насквозь вместе с манекеном, скорее всего. Но либо в него не попало. Но это сложно определить с коптера сразу же. И потом я говорю парням: бокс это круто, но что насчет кумыса? И это не про молоко, это кумулятивный заряд, понимаешь? Кумулятивная струя, она как бы, она не пробивает, и она как бы вымывает броню, понимаешь? Вау! Бля, ее снесло, короче. От нее ничего не осталось. Теперь мы перемещаемся на левую кабину. На ней нет слоумо, на ней нет телефона, потому что они на разном расстоянии. Она стоит на километре. У нас остается только коптер. Мы приближаемся и работаем осколком. Смотрим, как сегодня танк Т-90М прорыв работает по кабинам. И я думаю, короче, а что, если по кабине ударить осколочно-фугасным снарядом? 125 миллиметров, парень, ты понимаешь, что это такое? Подожди, не засыпай.
Вообще ничего не осталось от нее. Что же случилось с тачкой? Меня интересует, смогу ли я найти попадание от Бобса. Вообще-то, конечно, кумулятив наделал делов. Кабина стоит вот здесь, и кумулятивные вот эти вот осколки, и вторичные, видимо, осколки пришлись вот так вот просто в разные стороны. То есть все, что вот здесь, просто было бы мертво. Это что? Это все? Это все, что останется после меня. Вроде бы воздействие кумулятивное, не осколочное. Но ощущение, что как будто бы осколочно. Потому что, смотрите, эти дыры все сделал один кумулятивный боеприпас. И мы видим полумесяцем разлет чего-то. Что это? Вторичные осколки или осколки от кумулятивной струи каким-то образом так воздействуют? Не знаю. Либо это рубашка самого снаряда. Ну, короче, вы видите то, что видите. И это очень глубокие попадания. Вот, видите, рубашка самого снаряда. Короче, танк Т-90М прорыв делает просто потрясающие вещи. Давайте посмотрим на саму кабину. Сама-то кабина, ее развернула кабину. Вот это я понимаю. Это, собственно, потолок кабины. И он весь в осколках. Видите? Вот как так, да? Я думал, там будет просто дырка вот такая большая достаточно. А ее полностью разворотило. Почему? По идее, я ищу Бобс. Бобс прошел настолько быстро, что его даже на слоумо телефона 240 FPS практически не видно. То есть так... Вот эта траншея, которая выглядит почти как маленький окоп, это все оставил лом. Он продырявил нашу кабину и пошел дальше. Я думаю, что он дальше полетел на какое-то расстояние после рикошета. Давайте посмотрим на вторую кабину, что с ней случилось. А вот это осколки уже второй кабины. И сюда прилетела осколком. Вот, собственно, ее местоположение. Это был осколочный боеприпас, и от нее ничего не осталось. Только маленькие ошметки. Вот и все. Танк Т-90М, безусловно, лучший танк, который я когда-либо видел. И сегодня мы убедились в том, что он маневренный, быстрый, он незаметный, у него есть ПВО танка, у него отличные ходовые характеристики, у него, короче, все заебись. С вами был крупнокалиберный переполох, не переключайтесь, дальше будет интереснее. Чувак, сколько тебе лет? Я понял. Ты про наше шоу-то ничего не слыхал, небось, да? Ты знаешь, как наше шоу называлось? Нет. Крупнокалиберный переполох. Это не крутое название. Знаешь что, парень, бери свой кофе и проваливай нахрен.